Привет! Сегодня у нас в гостях замечательные рыбки, не так давно попавшие в аквариум. Это лакричные гурами. Всего их в данный момент более 20 видов. При этом в продаже многие виды лакричных гурами бывают очень редко. За что полюбились эти рыбки аквариумистам? Есть две главных причины. Они красивые и маленькие, главные конкуренты карликовых гурами. Поговорим об этом подробнее и не забудем про то, откуда они родом, про содержание в аквариуме, совместимость, кормление и разведение. Родом эти интересные рыбки из водоемов Юго-Восточной Азии, населяют заболоченную местность и ручьи с мягкой и кислой водой. Такие места обычно имеют густые заросли растений и дно, заваленное опавшими листьями. Питаются в природе различной мелочью животного происхождения и немного водорослями. Большинство видов лакричных гурами находятся под угрозой исчезновения, так как живут на весьма ограниченной территории и их постоянно вылавливают на продажу местные жители. Больших доходов у них нет, и поэтому каждая выловленная рыбка для них это хорошее пополнение семейного бюджета. В этой ситуации лакричным гурами остается надеяться только на аквариумистов. Большинство видов лакричных гурами были обнаружены и получили научное описание с 1955 года по 2005 год и до сих пор находят новые виды, а самым первым был обнаружен. Ему научное описание составил Блейкер в 1859 году. Все виды лакричных гурами окрашены весьма привлекательно. Вырастают они в среднем от 2 до 5 сантиметров, а прожить в аквариуме могут до 3 лет. По полу различить несложно. Самцы стройнее самок и окрашены гораздо ярче. С самками может доходить до путаницы с определением вида. Самки разных видов частенько сильно похожи друг на друга. Температура воды для содержания этих мелких красавцев подходит от 20 до 26 градусов, кислотность от 5 до 7,5, жесткость воды до 15. Необходимо помнить о том, что лакричные гурами весьма требовательны к условиям содержания в смысле стабильности параметров воды. Они очень не любят их резкой смены, и поэтому для начинающих аквариумистов эти рыбешки не очень подходят. Для содержания стайки из 10 рыбок вполне подойдет аквариум от 50 литров. Аквариум стоит накрыть крышкой, чтобы воздух под ней был теплым. Хоть эти рыбки реже используют атмосферный воздух для дыхания, чем другие лабиринтовые рыбки, все же стоит подстраховаться. Аквариум стоит оснастить фильтром, подойдет внутренней средней мощности. Не забываем про продувку воздухом, компрессор не будет лишним для этих рыбок. Помним о том, что для них растворенный в воде кислород важнее атмосферного воздуха, и лабиринтовый аппарат они используют гораздо реже обычных гурами. 15-20% воды раз в неделю стоит подменивать на свежую. Аквариум можно украсить зарослями растений, не забывая про свободное место для плавания. Вполне к месту будет коряга. Она придаст больше схожести с их родными местами обитания. Там обычно этих коряг просто завались. Если сможете расположить на дне опавшие листья, то это будет вообще прекрасно. И это приблизит состав воды к идеалу. Грунт любой, лучше темного цвета. Освещение рассеянное. Для его создания на поверхность воды пускают плавающие растения. Пистию, ряску, ричью и им подобное. В таких условиях лакричные гурами будут чувствовать себя как дома. Содержать этих малышек необходимо в стайке, и желательно, чтобы их было не менее 5 штучек. Все-таки лучше не менее 10. Рыбки достаточно активные, держатся больше в средних и нижних слоях воды. Они мирные и нормально уживаются с соседями, схожими по размеру и неагрессивными. Однако самцы лакричных гурами могут проявлять агрессию, если ее можно так назвать, к другим самцам. Случаются драки, но никакого вреда эти стычки обычно дерущимся не наносят. Немного подергают друг друга за нервы и все. К корму главная претензия — это его размер. И еще некоторые рыбки наотрез отказываются есть сухой корм. Это в основном касается рыбок, привезенных из природных водоемов. Из живого поедают дафний, циклопов, личинок комаров и мелкий мотыль и трубочник. Можно давать и замороженные корма. Также эти рыбешки частенько с удовольствием разбавляют свой рацион водорослями и иногда мягкими побегами растений.
Насчет разведения этих рыбок стоит помнить о том, что разные виды лакричных гурами могут скрещиваться друг с другом. По крайней мере, об этом сообщают исследователи. Поэтому разные виды стоит содержать отдельно друг от друга, особенно учитывая то, что самки разных видов очень похожи. Для разведения нужна пара рыбок и аквариум от 20 литров с мягкой водой с жесткостью до 6. Температура на пару градусов выше, чем в общем аквариуме. В нерестовик нужно поместить укрытие, например, положенный на бок цветочный горшок из глины или грот. Там самец и построит гнездо из пены, в которое он и спрячет икру. Самочку после этого отсаживает, а самца оставляет ухаживать за гнездом с икрой, которой в среднем бывает около 50-70 штучек. Дней через 5 мальки поплывут, и самец в панике будет пытаться запихнуть их обратно в гнездо. В это время его лучше удалить, чтобы он не мешал малькам нормально питаться и расти. Первые корма для мальков – инфузории и науплии артемий. Можно попробовать выкормить промышленными спецкормами для мальков и крабечущих рыб. В аквариум с мальками устанавливают слабую продувку воздухом и поролоновый фильтр. Им очень нужна чистая вода. На этом про лакричных гурами все. Посмотрите также и другие видео на моем канале про лабиринтовых рыбок. Среди них много интересных видов. Здоровья вам и вашим любимым питомцам. Пока.